Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня в этом видео я хотел бы рассказать немного о карелах, о содержании и немножко о проблемах, связанные с осенью. Значит, содержание у меня здесь, сейчас подальше так отойду. С левой стороны у меня такие стационарные вольерчики небольшие, примерно 1,5 в длину метра, 1,10 м в ширину, ну и высота где-то примерно 80. Это у меня с левой стороны, тут 6 клеток таких. Вот. А с правой стороны пошел по новому пути, люди добрые подсказали. Значит, решил попробовать в этом году. Ну, довольно-таки успешно все прошло. Значит, здесь клетки уже идут меньшим размером. Размеры у нее 1,60 на 60 м. Вот. Птица довольно-таки чувствует себя комфортно в них. Но после отсидки на отдых, когда отсаживаем, желательно выпустить в вольер полетать. Лучше будет. Как вы видите, здесь используется несколько типов гнездовых ящиков. Вот они тут. Все они как бы имеют свою разную конструкцию и способы обслуживания. То есть некоторые хорошо обслуживать, некоторые плохо обслуживать. Если что, я потом отдельно сниму по поводу гнездовых ящиков, отдельно видео. Принцип такой, что вот, допустим, вот это вот гнездо, здесь вот обслуживание, я заглядываю, и мне все видно. Вот они сидят, малыши. Здесь пошел жесткий ощип птенцов. Осень наступила, видать, птица ослабла, поэтому начались проблемы небольшие. Здесь молодняк сидит. Рационы кормления все те же самые. В принципе, особых отличий нет. У каждого они свои. И отступать от них не надо. Вот. Но хотелось бы в этом видео подчеркнуть другое. Значит, в связи с осенью появилась такая проблема, как птица начала вялой стала, начала худеть и плохой аппетит у нее. Вот. С виду так ничего не скажешь, ну а когда в спокойном режиме она сидит, все это проясняется. Это всем все понятно. Значит, какие у меня были определения по этому поводу? Значит, первое дело, у них изменился цвет фекалий. Вот они. Может, кому-то, если камера передаст, все. Вот. Это, как я читал в книжках, это нарушение обмена веществ, какие-то там полезные бактерии, они плохо работают, то есть пища плохо усваивается, и поэтому птица худеет, высыхает, грубо говоря, и начинаются потом проблемы. То умерла, то еще что-нибудь. В общем, как всегда. Вот. И еще ее в простонародье называют сухоткой. Но это как бы одна из проблем.
которая приводит к этому состоянию у птицы. Значит, по мере того, как все тут менялось, и рационы, и добавлялись там некоторые антибиотики, пропаивал, и противогрибковые препараты. Ну, в общем, состояние, в принципе, птицы не изменяется практически. Наверное, просто не угадываю, какой антибиотик или противогрибковое средство. Вот. Ну, суть в том, что вот начинается все вот с таких параметров. Потом, значит, когда при изменении рациона добавил там определенный вид корма, ну, семечки там добавил чуть-чуть, еще там некоторые виды зерна. Вот. Значит, что получается? Получается, на этих экспериментах вот, начал расти мох. Вот. Если камера передаст, значит, увидите. Вот его довольно-таки хорошо. В общем, все вот эти испражнения, они покрываются там в течение какого-то времени прям мох. Это бывает, проявляется у карел еще в гнездах. Вот. Основной причиной, как бы, я увидел, это служит семечко. Вот. Она самое больше провоцирует вот это грибковое заболевание. Это тут явно 100% здесь рост грибов. Значит, в организм птицы попадает откуда-то большое количество грибов. А оно только может попасть, ну, в большей вероятности от кормов. Значит, либо тут надо менять рацион, что-то убирать, что-то добавлять, либо пропаивать птицу каким-нибудь противогрибковым препаратом. А лучше всего сдать на анализы. И там точно скажут, какой вид грибка. Что, наверное, мы и займемся этим делом с недели. Потому что пальцем в небо тыкать, это тоже не результат. Вот. После дачи нистатина, как бы, ну, состояние чуть-чуть улучшилось, но не совсем. И практически оно тут, ну, можно сказать, ну, у всех. Тут сейчас не это. Вот еще молодежь вот начала засыпать. С виду птица активная, ест, кушает вроде как бы. Но когда она покушала и, ну, как бы садится там на жердочку, вот, она принимает состояние вот такое вот, как вот белая вот сидит корова, вот видите. То есть она сидит, дуется, хохлится, перо чуть-чуть взъерошивается. И, ну, вот. А если ее сейчас проверить, поймать, то она будет, киль торчать у нее будет. То есть она потихоньку высыхает. Вот будем принимать меры. Это все началось, вот, грубо говоря, вот, с конца августа, вот, когда началось изменение большой температуры. Вот, птица начала подлинивать, начала слабнуть, и началась цепляться всякая зараза. Вот, ну, я думаю, с этим мы справимся. Ничего тут страшного нету. Главное все вовремя сделать. Кокарики.
Вот он один сидит, видите. Вот он. Что-то у него вот там внутри. Блин. Я так понимаю, что вот эти грибы, все они вот нарушают функции вот там органов и так далее. И из-за этого у них получается, они не могут нормально кушать. И поэтому они худеют. Они делают вид просто, что они кушают, а на самом деле у них зубы пустые. То есть тут либо принудительно надо им, либо как-то еще. Вот. Ну, на этом я буду пока видео заканчивать свое. Всем приятного просмотра. Если вам что-то понравилось или не понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго.